Итак, друзья, всем привет! После долгого времени, пока у нас строился гараж, делался ремонт в нем, приступили к сборке брутфорса. Начали сейчас с подвески, открасили рычаги, кенгурятники, верхние крышки в черный цвет, потому что были сколы, проявлялась ржавчина. Вот спустя месяц на нем уже какая-то паутина появилась. Вот, начали сборку. Открасили все металлические запчасти, которые снимались. Сделали, можно сказать, ТО амортизатором. То есть полностью поменяли все необходимые элементы, которые требовалось. Также запрессовали всю подвеску. Она тоже заново открашена, уже вся запрессована. Если интересно, есть прайс того, что мы меняем. Мы решили поменять все, коль уж полностью разобрали его. Соответственно, верхние и нижние шаровые опоры поменяли. Ставим все low balls, потому что мы до этого заказали с Москвы запчасти, пришли запчасти, но походу от другого квадрика, от другой модели ничего не подошло. В этот раз мы купили уже в Санкт-Петербурге, потому что время у нас было ограничено, и заказали вот соответственно по номерам, у кого брутфорсы есть. Вот это вот вся подвеска со всеми подшипниками, втулками и так далее. Значит, верхняя и нижняя шаровая 42-1033, 4 штуки по 2620 обошлись нам. Комплект втулок переднего и нижнего рычага 2 штуки, правый и левый, по 2640. Комплект втулок переднего верхнего рычага 2 штуки по 1750. И комплект втулок задней подвески, то есть там туда входят все втулки, стопора, резиночки, ну то есть все, что нужно, все похоже на оригинал. Вот, соответственно, общая стоимость запчастей по подвеске не оригинала составила 36 580 рублей. Также вот купили уже масляный фильтр, это в самом конце будет он использоваться. Купили Чемпион фильтр COF 104, 350 рублей стоил. То есть ценники вполне гуманные. Единственное, что мы купили, это оригинальные подшипники в ступице. Они были достаточно дорогие. И купили резинки в стабилизаторы оригинальные. То есть, ну это как бы тоже не дешево было. Вот, подшипники обошлись в районе 7500 за штуку. Вот, то есть цена такая достаточно весомая. Но зато оригинал проездит, наверное, столько же, сколько он и ездил. С учетом того, что его не очень хорошо обслуживали до этого, я думаю, что он даже проездит дольше. Итак, все у нас запрессовано. Сейчас приступим к установке всех рычагов. Ввиду того, что я снимаю с телефона, поэтому засниму уже финальный вариант того, что получилось при сборке. Планируется за часа 3-4 собрать всю подвеску и поставить квадрик на колеса. Также мы ждем пластик с обклейки, мы его обклеиваем в матовый черный цвет с кислотно-зелеными характерными Kawasaki полосами. Итак, друзья, приехал обновленный пластик
брутфорса четко попали в цвет сиденья, так как сиденье мы не стали перешивать. Очень круто выглядит. Он будет теперь матовый черный с зелеными полосами. Должен получиться очень стильно. Друзья, это комплект капролона, который мы заказывали в Москве, но он не подошел. Производитель утверждает, что это от этого квадроцикла, но там все гуляет, все люфтит, поэтому, конечно, это дешевле вариант. Это весь комплект обошелся где-то в 9000 рублей, но устанавливать мы его не будем, потому что он не подходит. Ну и также капролон, как бы, это спорный вариант по поводу надежности, потому что капролон все-таки он стирает металл, да, он сам не изнашивается, но стирает металл. Если я не прав, пишите в комментарии свое мнение по поводу капролона.